Здравствуйте, дорогие зрители. Это опять передача «Точка кипения», канал «Вестник Кавказа». Я опять Эльмар Гусейнов, и мы опять беседуем с Максимом Шевченко. Сегодня мы хотели бы поговорить немножко о Льве Толстом. Ну, в частности, о его отношении к Кавказу. Как, Максим, имеет смысл об этом говорить Огромный, потому сегодня? что Лев Толстой, Ленин его назвал зеркалом русской революции, а мы скажем так, Лев Толстой — это этическое зеркало русской души в кризисные ситуации. И сегодня, когда многие пытаются стравить русских с кавказцами, христиан с мусульманами, как извне нашей страны, так и внутри нашей страны, именно личность Толстого, на мой взгляд, приобретает особое значение. Толстой — это был человек, который прошел глубочайшую долгую дорогу от романтика и офицера, который приехал на Кавказ с братом в 1851 году за подвигами, за романтическими там приключениями, потому что все читали там Бестужев-Марлинский, Аманат, там, значит, Печорин, там, который там Белла, Казбич, там, это вот эти вот все эти дела там и так далее. И романтизм, который еще тогда господствовал в русском самосознании, в русской литературе, определял во многом. А что такое романтизм? Романтизм — это вот есть обстоятельства жизни, там природа или какие-то обстоятельства, там рок, например. Есть герой, который там или цинично, как Печорин, либо там восторженно, но преодолевает это. Есть, как бы, это, конечно, калька была с французской и немецкой литературы, но в русской интерпретации это приобретало особый такой характер, потому что русская жизнь была настолько многообразна, и русские традиционные интеллектуалы сталкивались с таким количеством иноцивилизационных проявлений, не как французские офицеры, которые приходили в Алжир, отрезали головы алжирцам, складывали их, и потом считали, что это вот диалог такой с исламским миром. А русские традиционно, как будто тут татары, там, понимаешь, еще кто-то, приехали на Кавказ. Кавказская война. Ну, понеслось. Знаешь, там подвиги и так далее. Печорин. Печорин, даже вот если взять, допустим, Белла, один из самых ужасных, чудовищных рассказов, фактически это сообщение о военном преступлении, который Лермонтов, будучи гениальным писателем, один из величайших русских вообще писателей, так описал, что с одной стороны это как бы романтика, там Кавказ, офицер, там, лошадь, там, значит, девушка, кабардинка условно такой назовем, да, хотя может быть это и не кабардинка, чеченка может быть, значит, там Казбич, там романтика, убили, ну просто мереме какой-то, да. А если присмотреться, то внутренняя честность Лермонтова, его правда, хотя Лермонтов был лихой человек, он был очень храбрый человек, и он сам рвался в бой, но участвовал в этой экспедиции в боях на Валерик, да, вот эта река знаменитая, поэма Валерик у него есть. А его честность внутренняя не позволила ему соврать. Он написал, как русский дворянин похищает, исходя из сладострастных пожеланий, девушку невинную, кавказскую, да, там есть ложь, что якобы брат ее обменял на лошадь, это абсолютно невозможно. Во-первых, брат бы не мог принять такое решение, будь он даже бег или не бег. Это выдумки, такие в стиле романтического такого. Но он ее похищает. Он делает ее своей любовницей, фактически, рабыней, наложницей. А потом, когда он ее разлюбляет, ну, извини, Белла, там, как хочешь, так и живи. И Белла погибает. И погибает Казбич, который на самом деле положительный герой в этом мире. Потому что Казбич не действует согласно правилам, согласно законам своего народа, согласно правилам ислама, согласно тому, как люди жили на протяжении столетий. Действие Печорина с точки зрения, если посмотреть на него другими глазами, это действие преступника, который просто похищает молодую девочку, делает ее своей куклой, игрушкой, а потом по этому поводу что-то пишет в дневнике. И единственный человек, который делает ему замечание по этому поводу, это Максим Максимович, такой как бы моральный авторитет, капитан старый, который прожил жизнь. И вот это вот, на самом деле, вот флер, он сопровождался. Проблема русских была, то есть не проблема, а спасение. В том, что в отличие от французов, которые там переехали в Алжир, Тунис, там
вырезали и кровью залили все там, типа с беями, там, как они говорят, с беями воевали, да. Тут это было честное соприкосновение, которое постоянно длилось. Это не колониальное было, по большому счету, это не колония была. Это было расширение территории, поэтому кавказцы, кавказские элиты, они как бы включались в русское общество. Тяжело, постепенно, там где-то, где были ханы, Дагестан, там это проще происходило. Просто дай какому-нибудь хану там звание генерал-майора, царская армия, раз, он сразу говорит, о, хорошо, там, все отлично, или Шамхалу, да, там, или в Закавказье, в Азербайджане, то же самое, где была аристократия. Проблема с чеченцами была в том, что у них не было аристократии. Некого было включать, звание генералов давать было особо некому в Чечне. Поэтому с 1939 года, когда Шамиль и из-за Хульго перешел в Чечню, для Чечни наступает ад, кошмар. Вся война, почему чеченцы не любят Шамиля? Именно поэтому. Сам Шамиль потом, значит, был в Калуге, в почетной ссылке, а Кунтахаджи, учитель и духовный наставник чеченского народа, который призывал к миру с Российской империей, он, значит, умер не в почетной ссылке, а от голода практически, по-моему, в Новгородской или Вологодской области, там вот на севере, в страшных чужих местах. Как и шейх Мансур, да, это единственный имам, которого они признают как имамом всего Кавказа еще в 18 веке. То же самое. Поэтому и на чеченский народ обрушился ад, начиная с 1939 года. И в этот ад, 1800, да. да, в этот ад попал Лев Николаевич Толстой, который туда уехал романтиком таким, сейчас мы там, Белла, там так интересно, туземцы, там романтизм такой, понимаешь, там горы там и так далее. Его огромная душа Толстого, огромная, как вселенная, русская по-настоящему душа. Нет более русского человека, чем граф Толстой, на мой взгляд, в культурном смысле этого слова. Это удивительный человек, удивительным взглядом в сердце другого человека. Он, конечно же, не мог остаться в этой парадигме. Для него было, но это был именно Кавказ меняет Толстого. Почему это так важно? И интересно, почему чеченцы Лермонтова уважают, но не любят? Его есть за что говорить, потому что даже Мцири, это мало кто знает, это история чеченца-мальчика, родители, семья которого, очевидно, была убита, которого русский генерал поэтому взял аманатом, даже не аманатом, а просто, думаю, ребенком на развалинах сожженного аула, привез в Грузию и, очевидно, отдал в Джваре, туда монастырь, который над Мцхетой стоит наверху. И вся история Мцири, это как чеченец бежит к себе на родину из Грузии, из этого монастыря, да. Если читать ее не романтическими, там, просто там беглец, так вот сюжет банальный. Вся французская литература, ты знаешь, этим пронизана. Там, да, там сидит Андре Шенье там, в крепости и пишет, знаешь, романтические. Ну, он, правда, реально сидел там в замке Андре Шенье, но все равно все подорожали. Байрон там где-то ходит, Байрону все подорожают. И тут, значит, раз, реальность, привязка к местности, культурный контекст Кавказа. Это на самом деле мало кто понимал и понимает, как Кавказская война и Кавказ преобразила вообще русскую культуру, русскую литературу. Сегодня все, кто продуцирует ненависть к Кавказу, это не русские, на мой взгляд. Это постмодернистские такие симулякры русских. Потому что Лев Николаевич Толстой, он явил собой русского человека в полноте. Приезжает туда романтически, сейчас я увижу Мцири, как интересно, там Аманат какой-то бежит из монастыря, он Белла где-то там, ага, а вот там Казбич, вот там на Аргамаке скачет. Ну, сейчас там мы вот Кавказ, тут шашлыки, там газыри, да, значит, там Печорин, все дела. И внезапно Толстой сталкивается с чудовищной реальностью, с жесточайшей карательной войны, когда он пишет рассказ свой «Набег», повесть, который потом во многом в Хаджимурате уже спустя много лет, да, но «Набег» написан тогда, еще когда он был на Кавказе. Это описание похода на, по-моему, аул Гихи, если мне память не изменяет, чеченский. Это описание чудовищной карательной экспедиции, когда бессмысленность поразила Толстого. Там рождается Лев Николаевич Толстой. Чеченцы его очень любят. Лермонтова не любят, но уважают за Валерик, за Мцири, за то, что он был храбрец, и Лермонтов всегда шел в бой, никогда не боялся. Причем он даже, если ты помнишь, в «Герой нашего времени», там говорит, Грушницкий какая-то не русская храбрость.
то на левом фланге, то на правом машет саблей. Да. Какая русская храбрость? Ну, просто вот такая вот. Идти как бы не бояться, не кланяться пулям. Да? Лермонтов был такой. Не любит, но уважает. То Толстого они любят. Почему? За что? А потому что он показал, что русские это люди. Они просто какие-то, как он пишет в Хаджимурате, существа, которые могут прийти, сжечь, разорить, уничтожить, разломать аул, осквернить, как эта сцена ужасающая, там святой источник, понимаешь, воду, и там есть такие слова, которые никогда Хаджимурат не будет экранизирован, и в школе его преподавать не будут. Как чеченцы, говорит, сели вокруг и задумались. Они не могли поверить, что это сделали русские. Они не имели злобы к русским. Смысл такой. Потому что они не могли поверить, что это могут сделать люди. Да? То, что сделали с их аулом. Толстой видит это все, и в нем возникает вопрос. Каким образом отдельные солдаты и офицеры, с которыми вот он делит там, бивуачную жизнь достаточно тяжелую, он был в тяжелых боях. Он совсем не был в таких абстрактных каких-то там тыловых переживаниях. Несколько раз Толстой еле уходил от смерти. Они там ехали, допустим, значит, по дороге и попали в засаду. Значит, там Мюриды Шамиля засаду делали. Ну, как говорится в истории, не знаю, кто это, наверное, чеченцы все-таки были в Чечне. Он участвует в схватках. Один раз ядро, с той стороны тоже были пушки, попадает, значит, в его пушку. Он был артиллерийский офицер. Он, в общем, не штабной был человек. Он видел в первых рядах все, что происходило. И это описывал честно достаточно. И он беседует с солдатами, там, с казаками. По отдельности это каждый добрый человек, который жалеет чеченцев. Который говорит, да, вот, мол, жалко их там, вот с ними как и поступают несправедливо. Это русские люди, которые добрые и у которых душа. Но когда они, эти русские люди, становятся частью системы, роты, батальона, они совершают ужасающие преступления военные. И у Толстого возник вопрос, который он потом сформулировал, как его главная максима, вот толстовская такая. Как может так быть, что если злые люди объединяются ради злых дел, что мешает добрым людям объединиться ради дел добрых? В этом суть толстовства. Добрые люди, капитан Тушин. Каким образом капитан Тушин из «Войны и мира», которую мы в школе проходили, глубокий, добрый, ответственный человек, жалеющий солдат, на войне становится убийцей, правда, который стреляет и стреляет, и хорошо делает свое дело. А на Кавказе Толстой увидел, что война идет не с французами, не с равным, не с превосходящим противником. Он увидел, как добрые люди, заботящиеся друг о друге, и ребенка пожалеет, вот так отдельно взятый солдат, понимаешь, и доброе слово скажет. Под командованием офицера, он бы служил под началом Борятинского, еще не самого худшего из кавказских начальников, честно скажу. Борятинского, который через 3 года будет брать Шамиля, в 1954 году, да, как раз Толстой до этого как раз был практически, или в 59-м, Шамиля, в 59-м, после да, Крымской в 59-м, ну, короче, Борятинский, да, после Крымской войны, да, и, в общем, Борятинский имел какое-то понимание, как надо разговаривать, там, какое-то глубокое, но все равно Толстой ужасается тому, что он видит. И в нем происходит именно, рождается Толстой там на Кавказе. В Севастополь едет уже Толстой. Не офицер Толстой, который хочет как бы, там вот сейчас мы там под огнем постоим. Он храбрец, он ничего не боится, Толстой. Но это очень храбрый человек. Это человек древнего, не просто дворянского, а аристократического русского рода. По русским меркам Толстые это аристократия, высшая аристократия, в родстве с царями. Толстые, да, это древний, значит, татарско-русский род, да, Толстые. То есть граф, он богатейший человек. Достаточно только ясное количество домов в Москве посмотреть, да, которые были связаны с... Это и была его собственность. Сейчас в центре находится. Тогда это была окраина. Каждый домик вот этот маленький, это огромный сад в Москве, его имение. Ясная поляна, огромные владения, огромные там имения. Огромное количество крепостных душ у Толстых. Там тетка богатая очень, да, и много чего еще. Но как? Почему мы, люди, можем творить вот это? Это и есть пробуждение русского. Ленин назвал его зеркалом русской революции. С точки зрения марксиста Ульянова, Ленина,
это было, Толстой был как бы немножко как бы вот как бы недоделанный. Почему? Ну, не до конца понимал классовую борьбу, прибавочную стоимость, вот это вот пролетариат там и так далее, да, вот, что диктатура пролетариата является высшей формой политического устройства. Он как бы застрял в этическом таком поле, хорошее, плохое, быть хорошими людьми. С точки зрения Ленина, это все было человеческое, слишком человеческое, да, как сказал Ницше, потому что Ленин был ницшанцем, помимо того, что он был марксистом еще. Человеческое, слишком человеческое, и, мол, вот, да, ну недопонимал Толстой про диктатуру пролетариата, но русская революция, Ленин тут очень точно определил, она была этическая, крестьянская. Крестьяне восстали не потому, что им плохо жилось, читаешь там какую-нибудь «Жизнь Клима Самгина», кому плохо, кому хорошо, кто возил на рынок зерно, кто не возил, кто-то жил бедно, кто-то богато. Потому что все ощущали ужасающую несправедливость системы. Ужасающую несправедливость. Вот эту этическую несправедливость, напомню, Ленин там говорит о том, что Толстой среагировал на порку крестьян. Говорил, как можно пороть людей, да, крестьян. В начале 20 века дворян вот не порят, например. Когда студенты выпороли, Вера Засулич пришла и выстрелила в Трепова знаменитого. Да? Студента тронули. А крестьян или там простых людей можно брать, раскладывать и публично пороть. Это империя, это государство или евреев взять и выгнать из Москвы, как в 1891 году это сделал, значит, Александр III, да, выселил просто людей там, купцов богатых оставил, а бедных выселил просто. Почему? За что? Потому что еврей. Левитан очень поэтому переживал по-настоящему, это для него была огромная трагедия, для величайшего русского художника Исаака Левитана, друга Антона Павловича Чехова. Вот это вопросы, которые накапливались как ком, да, снежный. Почему так можно обращаться с кавказцами, с чеченцами? Почему? Они что, не люди? Если можно делать вот это. И как добрые люди, которые каждым по отдельности является солдат, казак, офицер, Максим Максимыч, да, вот этот, который капитан, вдруг объединяясь во взвод, в роту, в батальон, в дивизию, совершают то, что он описывает в Хаджимурате и в набеге как разорение аула Гихи. Чем это отличается от уничтожения Газа, мне до конца понять невозможно современное. И вот это вот право белого человека. Толстой его ставит под сомнение, говорит, мы русские не такие, говорит он миру. И чеченцы его услышали. Это один из самых почитаемых людей в Чечне. В Чечне прекрасный музей Толстого. Этот музей на государственные, я не знаю, взаимодействует ли Владимир Толстой, замечательный человек, хранитель фонда Толстого, да, директор Ясной Поляны. Надеюсь, что он там бывает. Но я просто знаю, что там государство, там толстовские праздники устраиваются, память Толстого. Потому что для них это важный человек. Они верят, вот я разговаривал много раз, что Толстой явил с собой того русского человека, с которым они хотели бы вести диалог и иметь дело. Именно Толстой. Не слабого совершенно, он не слабый. Это не какой-то там всепрощенец, как пытаются показать. Нет, Толстой, кавказская история, это офицер, храбрец, воин, который потом в Севастополе будет стоять под ядрами, французскими снарядами, там, глядя на матроса-кошку, и не будет кланяться этим ядрам. Потому что это не тот, который потом, как комически его описывают, там косит, там с крестьянами. Это уже Толстой другой, как бы, который шел дальше и дальше в поисках ухода от зла. Чего он видел в нечеловеческом, когда человеческое, в этом суть Толстого, подчиняется нечеловеческому и признает за этим нечеловеческим над собой власть, то самый добрый человек становится убийцей и преступником. И это настоящая русская идея. Толстой, я считаю, это русский человек, аристократ, родственник царской семьи, высший, богатейший человек, который написал то, вот если почитать Толстого через это и понимать, почему кавказская история Толстого так важна и для «Войны и мира», и для Анны Карениной, и для «Воскресения», и для его величайших, он там пишет на Кавказе «Детство и отрочество». Детство это такая, ну, элегия, как начинается, ребенка, как ты помнишь, но кончается, по-моему, смертью то ли матери, то ли отца, я не помню. Там вот это вот как бы кончается. Вступает реализм.
такой как бы приходит в творчество Толстого. Именно Кавказ и кавказские его пребывания. Поэтому мне сказал один старик, чеченец в свое время, вы, русские, говорит, мы с вами очень сильно связаны. Мы, говорит, учимся у вас, у русских, многому, да, и на самом деле, если посмотреть чеченцев начала 19 века и современных чеченцев, и Грозный, который президент России назвал русским чудом, да, на последней пресс-конференции, за что сразу исламофобы обрушились на мусульман, на там и так далее, началась целая кампания разнузданная. Я считаю, это ответ на слова президента, то, что потом вот началось в публичной сфере. То на самом деле чеченцы многому научились. Современным социальным технологиям, технологиям вообще обществу, получили образование. И он мне сказал, а вы русские, у нас учитесь освободиться от того рабства, которое вас давлеет, стать свободными людьми. Таким, как стал Лев Николаевич Толстой. Он стал свободным человеком, Толстым, величайшим русским мыслителем, писателем, духовным сосредоточением русской идеи, русской мысли именно там, на Кавказе. Поэтому это так важно, на мой взгляд, сейчас, в этой ситуации, когда мы становимся опять на пороге опасных событий, опаснейших. Личность Толстого важна для каждого русского человека. Это человек, который поднимается над эпохой своей, который настолько эту эпоху жестокую, ну, как и всякая жестокая эпоха, опережает, и именно дает вот эту позицию человечности, которая, на мой взгляд, и становится квинтэссенцией русской культуры. Поэтому я считаю, что эта тема важнейшая, дорогой Эльмар. Да, я сейчас подумал о том, что Толстого ведь очень много и мощно в виде нацпроектов экранизировали в Советском Союзе. Да? «Война и мир» — это был национальный Кастрировали проект. фактически его духовные эти самые. Платон Каратаева пытались представить таким, знаете ли, каким-то советской интерпретацией. Платон Каратаев такой как бы недоделанный проповедничек какой-то такой. Вот он тоже не марксист, он как бы не понимает ничего про классовую борьбу, диктатуру пролетариата, а он просто говорит, эх, барин, барин, ты все счастье ищешь, а если, барин, ты внутри себя счастья не найдешь, то и вовне его никогда для тебя не будет. Смысл такой, то, что говорит Каратаев. Как он принимает смерть, когда, значит, Пьер видит. И Пьер в этой интерпретации какой-то тоже дурачок такой, понимаешь? Такой Пьер там недопонимает все, что-то такое. И Андрей такой, как бы странный, одинокий. А это разные грани личности самого офицера Льва Николаевича Толстого, который, ну, скажем так, соразмерен Андрею Болконскому, потому что граф Толстой и князь Волконский – это одного уровня социальный статус. Это высшая аристократия Российской империи. И одновременно Пьер Безухов, он интеллигент, образованный, ущий, это вторая часть его души, ищущий, да, и он встречается с Платоном Каратаевым, с правдой, которая связана со смертью, да, с самопожертвованием. И это, понимаешь, чем больше я живу, тем больше для меня раскрывается Толстой, как вселенная его. Это более русского писателя, ну, я не хочу сказать, потому что для меня это тройка, Толстой, Достоевский, Чехов, это и есть вот те, кто сформировал то, что называется русское самосознание. Это и ирония Чехова с его такой человечностью, да, с его правдой. Это Достоевский с его вопросами, выходящими за рамки человеческого, да, высших смыслов. Это Толстой, который является не зеркалом русской революции, а просто является зеркалом русской души. Поэтому я прекрасно понимаю, почему чеченцы пытаются понять, как им с нами разговаривать. Я все время шел по Грозному, полуразрушенному, ко мне подошли два человека. Я тогда, на мой взгляд, совершил небольшую ошибку методологическую. Меня спросили два чеченца, скажи, какую нам книгу прочитать, чтобы понять вас, русских? Я им сразу сказал, «Преступление и наказание». Я не задумывался. Вот «Преступление и наказание». Теперь я могу сказать, что Чехов, Толстой, Достоевский – это и есть русский менталитет, русская душа, русский взгляд на мир и русский характер в полноте своей, который должен развиваться. Но это то, от чего мы должны... Это наше моральное, наше этическое, наше философское, наше эсхатологическое
в исполнении Достоевского, да, наше человеческое в исполнении смертельно больного Чехова, который знал о том, что он умрет, самопожертвование какое, да, почти... Он никогда об этом не кричал, и никто не скажет. А я могу сказать, что он вел себя как... Он не религиозный был человек, Антон Павлович Чехов. Он вел себя как христианин, он уподоблялся Христу. Он был смертельно болен. Он лечил других людей, он писал, он до последнего момента своей жизни, он работал, он думал о людях. И если прочитать его жизнь, то это бесконечный труд, бесконечное самопожертвование, бесконечное служение людям даже в его рассказах, в его этом «Во враге» одной из таких страшных последних повестей, да, про человеческие нравы. И в его, конечно, работа доктора в Мелехова тоже поражает воображение, как он лечил крестьян, как он их принимал у себя, как он построил для этого дом. Поэтому, но Толстой, на мой взгляд, выделяется даже из этой великой тройки. Выделяется таким особняком, стоит такой этической глыбой, которую никак не обойти. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь мы, русские, поймем в полной мере, кем является для нас Лев Николаевич Толстой и чем был для него опыт пребывания на Кавказе, как и для, как сказал этот старик-чеченец, для каждого русского человека. Он там обрел свободу, справедливость, а стало быть и самого себя. Он там стал по-настоящему русским. Вот как ты считаешь, нас ведь всех, людей нашего поколения, не знаю, как сейчас, потому что мой сын отучился тоже много лет назад. Что бы ты рекомендовал или заставлял бы школьников читать из Толстого? Даже по сравнению, я думаю, что вообще прочитать «Войну и мир» бессмысленно заставлять даже кусками читать школьников. Эта вещь, она для взрослых людей. Я бы Я ничего не заставлял, никого, если честно. Толстого «Война и мир» обязательно для прочтения. Это лучше. Для школьника это наиболее понятная книга. Я Да, считаю, что Анна Каренина понятна только в 10 классе, по большому счету, потому что там есть уже такие взрослые моменты жизни, которые «Войну и мир» мы проходили, когда мне было 15 лет. 14 на 15 летом мы читали. Там есть вещи, которые не до конца понятны. Но «Война и мир» понятнее. Там масштаб, война, Наполеон там, и все такое прочее. «Воскресенье» школьнику вообще не понять. «Воскресенье» — это книга для взрослого человека уже. Хаджимурата не дадут читать в школе, потому что там, как говорится, есть такие моменты этические и оценки, как бы противоречат идеологии. Не знаю, я считаю, что читать надо все и давать надо все. У Толстого есть прекрасные рассказы про детей, есть рассказы про его собаку Бульку, там про бульдога, я помню, в детстве читал, там очень классные такие. Толстой, если задуматься, сопровождает с рассказа «Сливы», про честность, про мальчика, который съел сливы, и как он рассказал, не рассказал нас всю жизнь. Это и есть зеркало русского человека, русской культуры, русской души. последнюю тему, которую хотел бы я обсудить. Вот то, что они сделали кино по Толстому «Война и мир» национальным проектом, главным, не жалели никаких денег, средств, времени. Почему Толстого они выбрали? Потому что В «Война и начале мир» — это 60-х такой годов. эпос, которому подобного просто нету. В «Войне и мире» в русской литературе нету подобного эпоса. Только «Тихий Дон» становится на уровень «Войны и мира» и приближается к этому. Никто не давал такое описание таких глобальных событий, такого поистине тогда вселенского уровня, еще включая в него человеческие судьбы и человеческие отношения. Это истинно «Война и мир». Это просто такая фундаментальная, опорная вещь. И поэтому, да, что еще? Что еще в русской литературе 19 века ты предложил бы экранизировать как эпос? Не знаю, какое Да, им «Война и дело мир» — это было эпос. до русской литературы, «Война и да. мир» — это эпос. Это реальный эпос, где есть и эпическое измерение, фактически земля и небо. Есть друзья, там, Гильгамеш и Энкиду. Это структура-то песни о Гильгамеше. Боги, события, находящиеся на нечеловеческом уровне, там, миллионная армия там вторгается, да, это все преобразуется, война. И есть судьба, там, Андрей, Пьер, Наташа, значит, там, значит, Мари,
там, и так далее. Там, Петя, гибель мальчика этого, значит, несчастного, который там погиб в этой атаке своей единственной первой. Поэтому, а что еще экранизировать? Больше нечего экранизировать. Это самая большая книга русской литературы. Ну что ж, хорошо. Надеюсь, вам было интересно. Я уверен, что вам было интересно. Мне было необыкновенно интересно сейчас, сегодня слушать Максима. Как всегда, но сегодня это было такое пиршество ума и разума. Поэтому ставьте лайки, смотрите, читайте Толстого. Вот. Это передача «Точка кипения», где говорят не только о кризисах на Ближнем Востоке или где-то еще, и об американском империализме. Вот. Я Эльмар Гусейнов, ведущий передачи «Точки кипения» на канале «Вестник Кавказа». И сегодня с Максимом мы говорили неожиданно, но, правда, мы долго готовились, друг другу подзуживали о Льве Николаевиче Толстом. Спасибо, Максим, и до новых встреч. До свидания.